последняя гастроль. Юбилейные игры, 25-летие, что, где, когда. Ноябрь-декабрь 2000 года. В финале играют Ольга Зайцева, Мурманск, Константин Якушин, Сызрань, Бронислав Виноградский, Москва, госпожа Нейман, город Лениногорск, Казахстан, Мохаммед Фейзи Дерахши, город Табриз, Иран, Анна Кравцова, Сочи, Любовь Подшивалова, город Снежная, Татьяна Полухина, город Люберцы, Московская область, Сергей Перегудов, город Могилев, Белоруссия, Владимир Матвеев, Санкт-Петербург, Вероника Белешова, ее внучка Катя, Санкт-Петербург. И зеро. 3 карты прошу на зеро. Благодарю вас. Благодарю вас всех. Спасибо. Начинаем игру. Господа, может быть, в последний раз я говорю вам добрый вечер в интеллектуальном казино, единственном месте, где каждый может заработать деньги своим собственным умом. Сегодня, вы знаете, решается судьба клуба, моя судьба тоже. Поясняю, выиграют знатоки, я подчинюсь их решению. Проиграет, я свободен, я ухожу, пора.
Внимание, уважаемая публика. Серьезно смотрит на меня. Внимание, уважаемая публика. Кандидатами на звание лучшего из лучших за все 25 лет существования элитарного клуба становятся обладатели золотого сонета, но только из команд, победивших телезрителей в отборочных играх. Таковыми являются лучший игрок поколения 80-х годов, обладатель золотого сонета Александр Бялка. Вот он. Лучший игрок поколения 90-х годов, обладатель золотого сонета Максим Поташов. Лучший игрок поколения третьего тысячелетия, обладатель золотого сонета Марина Друзь. Вот молодая Марина. Посмотрим на наше табло. Есть ли там эти фамилии? Да, вот 3 фамилии. И пока голосование еще не началось. Господа, 4-го, 5-го и 6-го кандидата на звание нового магистра «Что, где, когда» по регламенту имеет право назвать генеральный спонсор. Господин Суслов, прошу ваше решение огласить. Было чрезвычайно трудно выбрать еще 3 претендентов на звание лучшего игрока за всю историю «Что, где, когда». Но все-таки нам пришлось это сделать, несмотря на то, что претендентов действительно очень много, и все люди достойные собрались в зале. 4-м претендентом является господин Двинятин. Не назвать господина Друзья я тоже не могу, поэтому господин Друзь является 5-м претендентом. И 6-м претендентом является человек, который не пропустил ни одной игры «Что, где, когда», который вот уже 25 лет играет всем залом и чувствами миллионов телезрителей. Это господин Ворошилов. Браво! 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 Одну секундочку. Одну секундочку. Я хочу спросить у господина Борщевского. Покажите, пожалуйста. Господин Борщевский, мне кажется, генеральный спонсор превысил полномочия свои. Вы знаете, при всей моей любви к вам, думаю, что он не превысил полномочия. Уважаемые телезрители, сегодня будут играть 4 команды. Команда 80-х годов. Капитан Виктор Сиднев. Команда 90-х годов. Капитан Андрей Козлов. Команда интернета. Капитан Виталий Кириллов. И команда юных знатоков 3-го тысячелетия, как мы их называем, капитан Кира Лутовинова. Смену команд во время финальной игры осуществляют сами капитаны играющих команд. Господин Крупье, Кто еще там? поскольку такая важная игра, мы решили передать право играть в финале нашим родителям. Это сегодня, это Маша Орлова, да? Маша, а я так мечтал тебя увидеть за игровым столом. Может быть, ты передумаешь? В следующем тысячелетии. Сегодня 30 декабря 2000 года. Московское время 22 часа 02 минуты. Одни двойки. И мы начинаем последнюю прямую трансляцию финальной игры юбилейной серии «Что, где, когда». Как я уже сказал, распоряжается сменой команд капитаны. Итак, по распоряжению капитанов команд первыми должны были сесть за игровой стол как раз дети. Но теперь, очевидно, сядут их родители. Мама Маши Орловой, Елена Орлова, прошу вас. Отец Мити и Дани Ереминых, Борис Еремин. Отец Саши Царьковой, Сергей Царьков. И отец Андрея Белкина, Владимир Белкин. Отец Насти Овчинниковой, Сергей Овчинников, прошу вас. И капитан команды, отец Киры Лутовиновой, Владимир Лутовинов.
где когда. Финальная игра. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. И сразу поступило сообщение. Вице-президент Бинбанка хочет сделать короткое объявление. Господин Соколов, прошу вас, только покороче. Сегодняшняя игра последняя в серии игр «Что, где, когда» уходящего столетия. А может быть и вообще последняя. Тем более игра на судьбу клуба. Поэтому, чтобы придать ей особую значимость, Бинбанк сразу удваивает все ставки на игровом столе. 2000 красные играют. 4000. Да, теперь уже, извините, 4000 красные. Да, Бинбанк удвоил. Все, весь игровой стол. Играет китаевед Бронислав Виноградский, Москва. Внимание, центральная пресса. Господа, послушайте меня. У вас на столе сегодняшние газеты. Вы можете проверить числа. И если вы посмотрите на заголовки, то вы убедитесь, что все как обычно. Палестинцы, израильтяне, все борются друг с другом. Сила против силы. А в Древнем Китае говорили, то, что борется с другой силой, не есть сила. Внимание, вопрос. Так что же называли силой в Древнем Китае, господа? Время. То, что побеждает другую силу. Не то, что борется, а то, что побеждает. Только добро хорошо победить силу. Добро. Да. То, что в Древнем Китае. А может быть, мудрость? 7 смертных грехов — это не оттуда. Нет, почему обязательно какая-то категория? Вот та, что борется с другой силой, это не есть сила. Ребята, А при то, чем что здесь делает? газеты? При чем здесь газеты вообще? Это можно было объявить и так. Что-то в газете? Ну, не знаю. Нет, вряд ли... Молва. Слух. Побеждает. молва. Та информация, которую дают. Информация о победе. Нет? Ну, слух тоже Молва самое. о победе. Да. То есть, если это назовут победой, это и Или есть победа. общественное мнение, опять же. Сколько силы не воюет, а Или общественное мнение Что-то вот выигрывает. такое, Володь. Ближе к общественному мнению. Мысли? Мысли вряд ли. Нет, не мысли. Раз в газете написано. Еще раз Слово написанное есть вопрос. Не Информация. та сила, которая борется с другой силой, а Побеждает. мне кажется, должна быть та, которая что О делает. которой сказано, что она победила. Да, о которой сказано. Общественное мнение, которое... Которые считают, что она... Ответ господ родителей. Кто отвечает, господин Лутовинов? Ну, я попробую сам ответить. Пожалуйста, вопрос нелегкий. Не та сила, которая победит. Повтори. Да. Будьте любезны, господин Крупье, повторите вопрос. Китайцы говорят, древние китайцы говорили, то, что борется с другой силой, не есть сила. Так что же называли силой в Древнем Китае, господин Лутовинов? Общественное мнение. Общественное мнение в Древнем Китае называли силой. А ваш ответ принят. А теперь, внимание, правильный ответ. Ну, не обязательно даже смотреть на газеты, чтобы вспомнить, что там есть и другая информация. Как голодают учителя, как врачи не получают зарплату, как старики и дети замерзают. А ведь еще в Древнем Китае говорили, то, что борется с другой силой, господин Лутовинов, не есть сила. Сила – это то, что поддерживает слабость. Сила и слабость – два коренные понятия. 1-0. Мы передаем эстафету команде интернета. 4000 мы отправляем Брониславу Виноградскому в Москву. Итак, я понимаю, что вы заранее решили, что сейчас будет играть команда интернета. Ну а пока я обращусь к генеральному спонсору. Сотовая сеть «Сонет» объявляет всеобщие выборы лучшего игрока за все 25 лет существования элитарного клуба. Выборы нового магистра «Что, где, когда». И может быть Александр Бялка. Записываете его телефон, по которому будете голосовать. Где Бялка? Вот он, 995-8151. Вот его телефон. Можно голосовать за Максима Поташова, блестящего игрока. Вот Максим Поташов. 995-8152. Его телефон. За Марину Друзь, пожалуйста. Ее телефон 995-8153. Марина Друзь. Федор Двинятин, блестящий игрок, 995-8154. Александр Друзь, о нем говорить, что ж тут говорить, когда он Александр Друзь. 995-8155.
Ну и крупье 995-8156. Обеспечивает выборы сотовая сеть Сонет. Владимир Яковлевич, есть информация. Прошу вас. Дело в том, что по правилам нашей игры те претенденты, за которых идет голосование, должны находиться в зале. Для того, чтобы мы видели их таблички, и чтобы нам всем, а также телезрителям осуществлять правильное и корректное голосование. Дело в том, что по техническим причинам вы не можете присутствовать в зале, поэтому сегодня вместо вас в зале будет присутствовать ваш помощник, который обладает всеми вашими качествами и даже имеет одно преимущество, потому как он предпочитает в основном молчать. Так, и кто же Господин Ворошилов! Разорился Сонет. Ну, блестящий, я очень рад. Владимир Яковлевич, это вам сюрприз-подарок, и с вашим двойником вы можете То есть, безгранично общаться, он Я теперь не могу принадлежит вести. вам. Только не показывайте мне его, я не смогу вести программу. Нет, мы настаиваем, чтобы вы как раз показывали, потому что вас мы видим очень Но редко. пусть он меня не привет, уберите его. Второй раунд. Итак, на кону 4000, да? 2000 увеличиваем на 2, и у меня ума хватило. 4000 на кону. Спасибо. Играет телезрительница Нейман из Лениногорска, из Казахстана. Вот я попрошу нашего главного оператора, господина Фукса, сделать портретный план, ну, скажем, вот того же капитана, господина Кириллова. Так, все, и рефлексы, все на месте. А теперь госпожу Дамскер, если она присутствует здесь. Так, еще более красиво, чем прежде. Портрет Дамскер. Внимание, портреты! Господа, можете раздать портреты? Перед вами ровно 6 портретов. Я слышу подсказки, или это такое начало обсуждения? Подсказок еще нет. Перед вами 6 портретов разных стилей и разных эпох. Вы можете в этом убедиться, если нам покажут большинство этих портретов. Так вот, американский исследователь изобразительного искусства Кристофер Тайлер обнаружил закономерность, что обычно художники, портретисты, располагают в определенном месте холста определенную деталь портрета. Внимание, вопрос. Труднейший вопрос. Найдите эту закономерность. То есть в каком месте холста обычно портретисты изображают какую деталь. Время. Сидят, смотрите-ка. Что? Сидят все на одну сторону как бы. Поворот. Подпись может быть. Деталь портрета. Деталь портрета может быть самого человека, которого изображают. Деталь портрета. Посмотри, поворот лица, подбородок, не знаю, губы, тень. Это все может варьироваться. Какая деталь портрета? Рука одна. Нет, Губы рост, например, может быть. Смотрят на художника они. взгляд, да, то есть расположение глаз. Или наоборот, не на художника. Что такое деталь портрета? Нет, глаза вроде направлены на художника. Нет, не похоже, еще. Тень всегда идет. Расположение света, источник света, посмотрите. Источник света, да, могут располагать где-то там. Посмотрите, В посмотрите. определенном месте холста. Ну понятно, идет, скажем, на холсте источник света и освещение поэтому соответствующее. Подпись какая-нибудь. Есть подписи нет. Не везде есть подпись. Не везде. Так, все. Так, реального нет, ничего не вижу, да? Поворот. Еще жжение. Руки есть не везде. К сожалению, я должен прекратить обсуждение. Я думал, надо самое. Ну что ж, ваш выбор. Какая деталь и в каком месте характерна почти для всех портретов любой эпохи? Нам кажется, что это расположение глаз. Точнее, переносится. Она расположена в центре холста. А как вы назовете? Вот вы сейчас провели эту...
Тишина. на продольной оси холста портрета. Покажите тогда, вы не очень точно сформулировали. Покажите эту ось, как вы назвали ее, продольную. Если я проведу вот так вот, будет видно, да, вот она продольная ось. И что же там? Только не торопитесь. И что же в этой оси? Тихо! Что там располагают художники? Свет. Это самая освещенная часть портрета, источник света. Это самая освещенная часть портрета. Да. Я хочу уточнить, минуточку, вот на этой оси вы изменили деталь, которая находится на этой оси. Я не буду повторять, что было прежде, но вы ее изменили. Я правильно вас понимаю? Вы задумались, но у меня нет времени. Нет, Все. дело в том, что на этой оси располагается, это ось портрета. То есть, Так что располагается? основная- Самая освещенная часть портрета располагается на этой оси. Я правильно вас понимаю? здесь располагается самая освещенная, это самая освещенная часть портрета. Здесь располагаются наиболее важные детали. Я вам не понял. Разве свет – это деталь? Секундочку. На световой оси портрета располагается наиболее важная На световой оси портрета? Я не специалист, я не могу дать вам точный термин, как называется эта ось. Вы не то, что не специалист, а вы не можете сформулировать правильный ответ на этот сложный вопрос. Вы сказали на вертикальной оси портрета. Назвали ее продольной. Бог с вами. Итак, на центральной вертикальной оси портрета. Я принимаю половину ответа. Есть. Но что там расположено, я так и не понял. Самые освещенные места расположены на вертикальной оси портрета. Что там за бумажка? Там кинули подсказку? Нет, не вижу ничего. Вот там я только что видел бумагу, и там что-то написано. Вот эту бумагу? Да. Но в любом... Так что там расположено? Левый глаз на ней расположен. Не понял. Тогда вот вы честный человек. Господин Виталий Кириллов, да? Да? Я хочу посмотреть на господина Ханова. У вас честная команда или нет? У нас думающая команда. Тогда я у вас спрашиваю. Была подсказка? Потому что в обсуждении не было этой детали. Там было освещенное место раз, потом какая-то переносица была. Откуда взялся левый глаз? Вам виднее. Очень какой-то такой скользкий и неудобный ответ получил и от Ханова. Кириллов, итак, что там? Левый глаз? Левый глаз. Левый глаз. Я в последний раз предупреждаю господ знатоков. Больше я этого повторять не намерен. Случайные ответы, даже если они попадут в яблочко, будут браковаться. Действительно. Внимание, правильный ответ. Принцип Тайлера гласит: расположение левого глаза на вертикальной центральной оси портрета пробуждает у зрителя чувство сопричастности и присутствия. 1-1. Мы бы хотели уступить место команде 90. Да уступайте, с удовольствием. Господин Крупе, Да. Бинбанк присуждает премию 5000 рублей телезрителю за сложный, трудный и действительно интересный вопрос. Благодарю вас, Бинбанк. Ваши деньги – наше счастье. Третий раунд. А теперь я хочу поздравить спонсора, генерального спонсора, с большим успехом, на мой взгляд. В голосовании, которое вы учредили, уже в общей сложности участвовало более 500 000 телезрителей, по нашим данным. Такого еще не было на телевидении. И это при том, что дозванивается только каждый пятый. Поздравляю вас! 5000, значит 10 000 на кону. Играет Константин Якунин из Сызрани. Вот он справа. Господа, опять про Китай. В древней китайской... Не так напряженно, господин Козлов. Господа, в древней китайской книге сказано, внимание, 50-летний человек может ходить, опираясь на палочку, только у себя дома. 60-летний только в своем городе. 70-летний везде, где он хочет. Там может ходить, опираясь на палочку. 80-летний может с палочкой прийти даже во дворец императора.
Внимание, вопрос. А что сказано в древней китайской книге о 90-летнем старце? Время. Например, что можно говорить с императором. А может, ему не нужно? Может быть, ему уже не нужно действительно никакой женщине прийти с палочкой, нет? Хорошо, 90-летний пусть не ходит вообще. Еще что можно? 90-летнего действительно должен быть парадокс. Палочка не нужна Да, вообще. палочку уже не надо. Он может взять ее с собой в гроб, в могилу, я уже говорил. Да. Слушайте, он может не явиться, если его император вызовет, а? Ну это все, Бобру Борисович. Ну хорошо, например, наоборот. Как наоборот? Ну, император к нему должен ходить. Вообще не должен никуда ходить. Вообще не должен, вообще не должен ходить. А что, к нему должны все приходить? Так получается, да? В знак уважения, да? Да. И поэтому палочка ему не нужна. Может никуда не ходить. Он может не ходить. Он настолько почтенен. А если пойдет? А что может еще быть? Приходи на прием. 93-му человеку можно вообще все. Может быть, он может зайти с ней на небо. 80-летнему? Ну это... Богу. Это хорошо. А почему? Богам. Там было много богов. Не, ну Я это... думаю, что он вообще без палочки. Были ли они Перед ликом богов. Почему По-моему, нет? китайские. Перед ликом богов. Не-не-не. Ну, это очень мрачно. Хороший. Ну что выше Кто императора? отвечает, господа выдающиеся знатоки? Ну, выдающиеся или нет, это мы посмотрим, конечно. Так, кто отвечает вашей Отвечает команде? Александр Друзь. Александр Друзь. Итак, я повторяю вопрос. А что сказано в древней китайской книге о 90-летнем старце? Куда он должен ходить с палочкой? Может ходить с палочкой. Куда? Александр Друзь. Вот мы говорили о том, что он может ходить там 50-летний у себя дома, 60-летний в своем городе, 70-летний везде, где он хочет, 80-летний может с палочкой прийти даже во дворец императора. А 90-летний... Покажите. Тишина. Тишина, я прошу вас. Говорите. Так, ну, тяжелый выбор, и как бы приходится его делать. Я думаю, что 90-летний может прийти с палочкой даже к богам. Господин Друзь, вот просто для очистки совести. Какой ответ у вас был до того, как вы сказали этот? Значит, он вообще может никуда не ходить, ему никуда ходить не надо, все должны приходить к нему, это вторая версия. А как же император, если надо встретиться, а ему никуда ходить? Император тоже к нему. И император сам должен пойти к нему. Да. Гениальный ответ, если вы его сказали. А сейчас вы проигрываете. Еще становится 2-1 в пользу телезрителей. Господин Ворошилов, мы сейчас... 10 тысяч мы отправляем Константину Якунину в город Сызрань. Я хочу посмотреть на капитанов. Очевидно, будет перемена или нет? Да, сейчас будет играть команда Виктора Ситнева, команда 80-х годов. Хорошо. Да, Друзь? А, Друзь остается. Он во всех поколениях. Он и в 90-х, и в 80-х. Уважаемая публика, внимание. Сегодня по окончании финальной игры будет вручен главный приз юбилейных игр. Бриллиантовая звезда нового магистра игры «Что, где, когда». Орден изготовлен в единственном экземпляре. И я надеюсь, звезд больше не предвидится. Бриллиантовая звезда новому магистру «Что, где, когда». А сейчас реклама. 4-й раунд. Итак, 3000 было, а сейчас 6000 на кону. Господин Крупье, до начала раунда я хотел пояснить для телезрителей, что, к сожалению, два наших игрока не сумели прибыть из дальнего зарубежья. Но наш самый дальний игрок все-таки сумел прибыть. Наш американский партнер Стефан Лэнг опять достал. Ну хорошо. Играет против вас Мохаммед Файзи Дерахши, город Табриз, Иран. Пленка пришла из Ирана. Увидим ее. Внимание на экран. Добрый день. Уважаемые знатоки, мы сейчас находимся в Тебризе, в Иране. Мы вашу программу очень любим, поэтому такой вопрос хотим вам задавать. Этой двери около 50 лет. Скажите, пожалуйста, почему на старых дверях были два дверных молотка?
Спасибо, желаю вам удачи. Итак, зачем два молотка? Время. Да не, мы уже все. Но МЖО это как бы понятно. Но второй ответ будет член семьи, не член семьи. Но... если ребенок и взрослый, они разные. Ребята, член семьи может знать. Но это, ребята, мужчина и женщина просто по-другому. Но исламское государство, понятно, что... Мужчина и женщина совершенно точно. Ну да, А их по-разному встречать должны. По-разному встречать. Так какой тоже Есть разные прислуги встречаете их, то есть женского пола и мужского пола. То есть, это похоже, да. Еще, давайте это понятно, мужчина, женщина, понятно. Взрослый ребенок. Нет, ну, ребят, ну таких пар много. На самом деле, самое вот естественно, это мужчина и женщина. Ну хорошо, тогда все-таки по-разному встречали. Вот так надо будет сказать. Потому что женщина встречает только женщина, а мужчина должен встречать. Если хозяйка открывает, она Кто должен подходить к двери? Хорошо, Саш, ты готов? Если хозяйка дома, она на соответствующий стук так закрывает лицо. Стефан, Обсуждение закрыли. Закрыли обсуждение, и сейчас слушаем того, кто даст ответ. отвечает Александр Вялка. Александр Бялка. Неожиданный кандидат. Да, слушаем вас. Ну, мы решили почти без совещания, почти без совещания решили, что эти две вот входные двери и два дверные молотка предназначены одни для входа лиц мужского пола, другие женского. Хорошо, а теперь, внимание, правильный ответ, он на экране. Посмотрим. Ну вот правильный ответ. Когда пришла женщина в гости, она должна была стучать в этот дверной молоток. Послушайте, пожалуйста. На этот стук вышла хозяйка дома. А когда мужчина пришел в гости, он должен был знать. Стучать. И на этот стук должен был выйти хозяин дома. Всего вам доброго. Это был вопрос из Ирана. Ну, принципиально, хозяин, хозяйка, мужчина, женщина. Я присуждаю вам очко. 2-2. 6000 отправляется на Таган. А телезрители голосуют за лучшего знатока. Кому передаете? Команде родителей. А вот так. 5-й раунд. Итак, что у нас со стрелкой? 3000. 6000, да? Сейчас, минуточку. Было 2000. Кто сказал 3000? 2000. Значит, 4000 на кону. Против вас играет пенсионерка из Сочи Нина Кравцова. Посмотрим на наших знатоков. Они поменялись. Я хочу их снова увидеть. Вот господин Лутовинов. Господин Лутовинов, вы умный человек? Но считаю, что да. Может, самонадеянно, но тем не менее. Да, вот сейчас мы проверим. Господа, Мопассан как-то сказал, при таком общественном устройстве государства всегда будут править дураки. И привел доказательства этому. Вопрос. О каком общественном устройстве говорил Мопассан и как он доказывал свою мысль? Время. Демократия всегда больше, чем умных. Может, естественно. Каждый народ заслуживает того правителя, которого заслуживает. Хорошо. Кроме демократии есть какие-нибудь? Ну, ничего нет. Еще устройство. Монархия. Монархия, ребята, потому что они льстецы, нет? Нет. Секунду, при таком он говорил про Францию? Да. А Мопассан не по республике жил. Не помнишь? Республика, демократия, власть народа. Поэтому и ругался. Еще, ребята, еще. Давай перечислим все формы правления. Тирания, демократия, монархия. Республиканская, мы не Нет, на самом деле уже... Демократическая республика. Вопрос какой был? А, почему? Потому что народ в большинстве своем... Нет.
глупцов больше, чем умных. Демократическая республика. Пусть Ленка ответит. Надо несколько выбирать. Наверное, все-таки республика. Кто отвечает у вас на этот замечательный Елена вопрос? Орлова будет отвечать. Ну и зря. Елена Арвоза, слушаем вас. Хотите вопрос? Да, конечно. О каком общественном устройстве говорил Мопассан и как он доказывал свою мысль? Ну, вероятно, в силу того, что глупых людей больше, чем умных, то такая судьба ждет то государственное устройство, при котором большинство влияет на принятие решений. То есть некое демократическое устройство, республика и так далее. Такой ваш ответ? Да. Ответ правильный. 3-2. Выигрывают знатоки. Уступаем наши кресла команде 90-х. Садится команда 90-х годов. Шестой раунд. Так гораздо лучше. За столом новые лица. Новые старые лица. Да, но одно лицо, да, мы изучили уже досконально. Особенно левый глаз. Да. Ну, конечно, вы смеетесь, счет в вашу пользу. Да. Зеро. Интеллектуальное казино против знатоков. У меня какой-то простой вопрос. Не похож. Господин Вы Крупье, хотите занять это место? господин Ворошилов желает вам успех. Неужели я такой красивый? Вы лучше. Еще лучше. У вас лучше зрение, чем у него. Он в очках. Вы говорить умеете, Владимир. Кстати, я так разволновался, что забыл очки в Дикарске. Может, сразу очко нам отдадите и все. Если хотите, мы прочтем. Очко за очки. Попросите, может, очки. Вот он принесли. Спасибо. А вот есть сейчас очки. Жаль. У меня очки-то хотя бы лучше, чем Лучше, у тебя. на порядок. Итак, на кону у нас... Что у нас на кону? 12 тысяч на кону. Прошу. Не надо самый сложный, пожалуйста. Да нет, тут сложно. Я думал, что я буду легче играть. Итак, как говорится, на вкус, на цвет товарища нет. Один любит арбуз. Вот я, например, люблю очень арбузы. Картошку. А другой, да, а другой свиной хрящик. Даже такой, казалось бы, интеллигентный человек, как художник Дега. И то называл произведение Льва Толстого плоским. Знаете, вот как плоская шутка. Внимание, вопрос. Почему Дега считал произведения Льва Толстого плоскими? Многих. Да. Все. Вообще творчество Льва Толстого он считал плоским. Например, потому что нельзя было нарисовать объем. Мало цвета вообще. Вот Нельзя было нарисовать объем. Придумайте антоним плоскости. Какой еще? Объем, глубина, что глубина. А может быть, наоборот, он, может быть, не ругал Толстого. А наоборот, это был у него комплимент. Дега рисовал как? Всеобъемлющий, да, охватывают длинные предложения. Произведение, которое о чем-то частном, оно такое точечное. Вот такое Вот, А вот, наверное.
Как, большой, как плоскость, да? Плоскость, да, охватывает целые пласты жизни. Нет, мне кажется, что там у него... Именно пласты жизни получается. Не имеет такими прямыми кривыми от Толстого именно плоскость. Плоскостью, Ребят, конечно. Мне кажется, что у него в описаниях... Нет. Он же художник, у него либо в описаниях мало цвета, либо... Почему здесь не при чем? Плоскость. Нет. Я думаю, что там были просто линии, а здесь плоскость была. Объем придает. Не прямой смысл. Даже в плоскости Может быть, у него рисуют, просто которые один цвет или одна тень в произведении. Да нет, ну все-таки нельзя так к Толстому отнестись. Я думаю, что он вряд ли его ругал. Нет, я думаю, что наоборот. Черт его знает. Итак, кто отвечает? Можно перед тем, как я скажу, что будет отвечать, я один вопрос вам задам? Нет, вопросы, вы знаете, когда... Он был художник, работал на плоскости. Тогда я попрошу... Для него это было лучше. Да, вы хотите ответить? Тогда я попрошу, чтобы ответил на этот вопрос. Я пытаюсь по вашему взгляду понять, кого вы не хотите. Браво. Такие же взгляды я ловил во время минуты обсуждения. Вот Жарков все время так посматривал. А правильно я говорю или нет? Да. Надо было туда смотреть, ведь он бегал все время. Но вы знаете, и все-таки... Да, кто отвечает? Мне кажется, что Максим Паташов правильно ответит. Я надеюсь. Прошу, Максим. Итак, почему Дега считал произведение Льва Толстого, называл их плоским? Ой, ну, пожалуй, ничего лучше мы не придумали. Значит, мысль у нас такая, что Дега, в общем, его не так уж и ругал. Просто он говорил о том, что есть произведения, которые детально прорабатывают некую жизненную ситуацию, некий характер и так далее, копают вглубь как бы. А произведение Толстого, ну, например, «Война и мир», дает огромную панораму, охватывает целые пласты жизни. Поэтому вот эти плоскости, которые охватываются его произведениями, он и имел в виду. Мудрено. А если проще? Одним-двумя словами. Ну, смысл такой, что Толстой копал не вглубь, а в ширину. Не вглубь, а в ширину. Да. Но я не буду вас больше спрашивать, а то вы догадаетесь. Дойдете до правильного ответа. Итак, внимание, правильный ответ. Художник Дега обожествлял Толстого. И он считал и называл плоскими как живопись. Как живопись, как шедевральная живопись, как шедевр живописи. То же самое Максим сказал. Не совсем. Но если бы вы сегодня не играли на судьбу и не сами были судьей, вы бы все-таки... вширь. Нет, он не это имел в виду. Он вам это сказал. Ну то, что он имел в виду, это мы узнаем позже. Ладно. Он сравнивал произведение Льва Толстого с живописью. И в этом загвоздка. Еще становится 3-3, по-моему, да? Спасибо вам. Можно я пройду, ребята? 7-й раунд. Ну что ж, посмотрим на таблицу. Ворошилов-то на каком месте? На последнем. После Двинятина, Паташова и друзья. Ну что ж, хорошая компания. Цвет черный, значит 4, да? Бинбанк удваивает ставки. Против вас играет Татьяна Полухина, город Любицы. Господа, вы все старые знатоки и помните загадки Леонардо да Винчи. Таких не будет, я хочу сказать. А будет загадка Гомера. Внимание. Гомер, желая вознести хвалу одному из самых великих своих героев, вместо того, чтобы сравнивать его со львом, пантерой или, скажем, с кабаном, проводит параллель между неустрашимостью и постоянством своего великого героя и ею. Она никогда не оставит своей добычи, но непременно вернется к ней не один раз, пока не насладится ею полностью, говорил Гомер. Внимание, вопрос. О чем или о ком это Гомер? Время. Кошка. Ну, наверное, он и Ахилла имел в виду. Кого имел в виду, не спрашивают. Я понимаю, а чтобы выйти? Вот, ну о ком или о чем? То есть можно подумать о боге каком-то, на всякий случай. Мышь, смерч. То есть совсем в противопоставление пантера кабану, так сказать, совсем должно быть что-то маленькое. Лев, пантера, кабан, кто еще? Кто же Неустрашимость и писал? постоянство. Лев, пантера, кабан, все.
Она вернется много раз к этой добыче. Никогда не оставляет свою добычу, пока не вернется к ней. Нет, ну гиена получается, да? Нет. На смерть похожа. Скорее кошка. Или что? В принципе, почему кошка? С мышкой как она играет. Неотвратимость как смерть. Да, неотвратимость как смерть. Она играет. Подожди, ребят. Сашки, должно быть нечто совсем неблагородное, на мой взгляд. Желая вознести хвалу героя, о чем вы говорите? Ну и что? Ну да, я соглашаюсь. Ну, кошка это может быть идея, потому что кошка ничего такого серьезного не представляет. Ответ знатоков. Закончили обсуждение. Спасибо за тишину. О чем или о ком говорил Гомер? Отвечает Александр Русь. Прошу вас, Саша. Мы думаем, что он говорил о кошке. О кошке. Такой ваш ответ. Как хорошо, когда сразу вот говорят ответ, и все. Одно-два слова, и все понятно. Внимание, правильный ответ. Гомер так говорил о мухе. Еще становится 4-3 в пользу телезрителей. 4000 отправляем в город Люберцы. А сейчас реклама. 8-й раунд. А кто за столом? Покажите, пожалуйста, никого нет. Господа, кто садится? Стив! Стоп, сборную нельзя. Вы не спрашивали разрешения, сборной никакой нет. Никакой сборной нет. Команда Сиднева. Да. Сережа. Команда поколения 80-х. На кону 4000, ибо 2000, и потом Бинбанк увеличивает вдвое. И против вас играет Сергей Перегудов. Я прочту вам танка. Японское пятистишье. Увенчанное премией Микадо. Сосредоточьтесь. На мой взгляд, это один из самых лучших вопросов за всю историю «Что, где, когда». Осень. Как много на земле желтых листьев. Я никогда столько не видел. Внимание, вопрос. Закончите это гениальное танко. Время. Ответ готов, отвечает Александр Белка. Александр Белка. Итак, осень. Как много на земле желтых листьев. Я никогда столько не видел. Столько зеленых. Я просто очень хорошо это стихотворение знаю. Ох ты, Господи. Ну хорошо, я просто хочу спросить у Белка. Разве бывает желтых листьев больше, чем зеленых? Ведь зеленые желтеют. Так это поэзия. Ах ты, Господи. Научил меня поэзии. 4-4. Уважаемые телезрители, господа, у вас осталась, может быть, последняя возможность изменить ход голосования за нового магистра «Что, где, когда». Посмотрим на таблицу голосования. Покажите нам таблицу, пожалуйста. Вот посмотрите, Бялка на предпоследнем месте. Это просто безобразие, господа телезрители. Просто безобразие. Каково ваше мнение, господа знатоки? Кто у нас будет вторым магистром, с вашей точки зрения, с точки зрения игроков? Мое мнение, что настоящим магистром этой игры должен быть господин Ворошилов. Значит, я не зря вышел. Другие мнения есть? Я присоединяюсь. Наверное, да. Так, поскольку выбирают самого азартного игрока, а не самого знающего человека, то, конечно, вы. Я ушел. Итак, счет 4-4. Игра до 6 очков. 9-й раунд. Ну вот видите, новые лица, новые старые лица. Поташов, слева Двинятин, Жарков, Бурда, Борис Бурда и, конечно, Козлов, капитан этой команды. Итак, на кону 3000, значит 6000 мы разыгрываем рублей. Против вас играет Любовь Подшивалова.
Город Снежная. Так. Кроме денег. Вот, господин Двинятин, вы верите в вечную любовь? В любовь до гроба? Ну а что ж не верить? Примеры существуют. Да, действительно примеры существуют. И один из них сейчас прозвучит. Послушайте. Послушайте эпитафию на могиле одного командора, посвященную его любимой женщине. Самая прекрасная, самая светлая женщина из всех, которых я знал, я всегда плыл за ней и никогда не мог ее догнать. Внимание, вопрос. Что это за женщина, господин Двинятин? И другие. Время. Командор-то Беринг, а за кем он был? За Америкой? Удача. Не мог ее догнать? Беринг, за кем мог плыть? Может быть, не конкретно. Абстрактное понятие, удача. Ну, конечно, абстрактное какое-то понятие. Хорошо, Дева Мария, допустим. На могиле, ребята, если как было сказано. Если ты командор какой-то не может быть, это фигура на носу. Ох, как хорошо. Неплохо. Очень хорошо. Было слово на могиле или не было слова на могиле? Ну, эпитафия. А были тогда фигуры-то? Обязательно. Всю жизнь плыл за ней, конечно. Были. Точно ты думаешь? Да, Подождите, полярная звезда. Кто еще? Она не женщина. Нет, хорошо, Мадонна, вот командор действительно рыцарь. Слушайте, полярная звезда, зато светлая. А почему нельзя, Ну, действительно, он же полярный исследователь, в конце концов. Я не уверен, что Ребята, почему женщина была? Надо вопрос спросить. Но мы ищем другого, что же мы помним. Придон командор, видимо, все равно плод, да? Да, плод. Так что, ну ладно, это кому он мог написать? Полярной звезде? Я за полярную звезду. А я все-таки за фигуру. Ответ знатоков. Кто говорит? Да не было в те времена. Стоп. Были. Итак, очко зарабатывает телезрители. Не-не-не. Ну что, зачем же, Владимир? Кто отвечает? Можно? Не можно. Кто отвечает? Георгий Жарков. Прошу вас, Георгий. Что вы так кричите? Я кричу, потому что вы вторую минуту обсуждаете. Попросите. Кто отвечает? Ответьте по... Я отвечать не буду. Вопрос повторяю. Что это за женщина, господа? Это женщина, фигура, которая была на носу каждого корабля. Соответственно, догнать ее было как бы невозможно. Пускай это неправильно, но это моя версия. Это правильно. Внимание, правильный ответ. На могиле командора было написано: самая прекрасная, самая светлая женщина из всех, которых я знал, была статуя, установленная на носу моего корабля. Я всегда плыл за ней и никогда не мог ее догнать. 5-4 в пользу знатоков. Да, понятно, понятно. Вы присуждаете премию за этот вопрос. Премия телезрителя за интересный вопрос. Да. Премия Бинбанка за этот прекрасный вопрос. Кто сейчас садится, да? Родители. Родители садятся. Хорошо. 10-й раунд. Так, ну вот только что был на экране Жарков, который сделал очко, очень важное. На кону 2000, то есть удвоенная ставка. Внимание. Играет Владимир Матвеев. Следите за подсказками, господа. Господин Крупье. Да, что? Что? Бинбанк увеличивает ставку этого раунда еще в 3 раза. Еще в 3 раза. Итак, на кону что у нас сейчас? 6000, да? Господин Царьков. Скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь хотя бы один раз пользовались услугами женщины легкого поведения? Ну что тут смешного? Если я скажу, что да, я, так сказать, мне все равно не поверят. Владимир Яковлевич, а что бы вы спросили, если бы дети не уступили места родителям? Браво. Ну ладно, Орлова, я вам этого не прощу. Внимание, черный ящик. Господа, тишину. Сальвадор Дали в своем сочинении «Люсьена де Самосата» пишет:
В древних Афинах жила одна куртизанка. Отличалась она тем, что превосходно слагала стихи, столь же прекрасные, сколь и мудрые. Это про нее остроумно заметил поэт. Она прокусила меня до самого сердца. Внимание, вопрос. Догадаться, как звали эту куртизанку, невозможно. Но я могу сказать, что звали ее так же, как и автора изображения на предмете, который находится в черном ящике. Какой предмет в черном ящике, господа? Время. Изображение. Дали. Кинжал, может быть. Какие-то усы, не знаю, накладные. Если про нее сказать, что она прокусила, значит, она как-то типа змея там или... Либо оса. Оса. Кинжал. Вопрос, что за изображение? На чем-то, значит, на кинжале. Еще что-то. На предмете. Картине. Картина не годится. На камне, на гемме какой-нибудь. Картина годится, только маленькая репродукция. Картина Дали? Надо ответить, кто автор. Или что изображено? Нет, надо сказать, какой предмет. Как звали ее? Ну, Гала, конечно, жена. А почему бы нет? Нет, хорошо, нам нужно назвать какой предмет. как автор. Как автор изображения. Автор изображения. Если скажешь, что прокусила, эта метафора могла родиться от ее имени, сам которое автор вот Дали значит, не что мог она быть. кусачая. Оса. Сам автор Дали. Прокусила до сердца. И причем здесь тогда, что она там куртизанка? Он изобразил Галу. Что-то легкое. Оса? Пчела, оса. Бабочка какая-нибудь, слушайте. Сон Кто автор изображения на полетом осы за минуту пробуждения. Баттерфляй, мадам Баттерфляй. Какой предмет в черном ящике, господа? 5-4 в вашу пользу. Если нет ответа, это будет благородно просто. Итак, какой предмет в черном ящике? Или пчела. Оса или пчела? Вы отвечаете, так я понимаю? Нет, я... Ну все, я не могу больше слушать. Нет, одну секунду. Отвечать будет Владимир Белкин. Прошу вас, Владимир Белкин. Ну, спасибо. Добрый человек я. Вы можете назвать предмет в черном ящике? Предмет? Я думаю, что там бабочка. Там бабочка, пчела, там бабочка и так далее. Нет бабочки. Внимание! Правильный ответ. Древнегреческую... Тихо. Древнегреческую... Правильный ответ я объявляю сейчас, а не оцениваю ответ господина Белкина. Древнегреческую куртизанку звали, мы это слово уже слышали сегодня, Муха. Так же, как и знаменитого художника, изображение которого находится сейчас в черном ящике. Открываем черный ящик. Пакет с соком, на нем изображена Елена Прекрасная. Давайте ее посмотрим. Работы художника Мухи. Ну, звали-то его Альфредом, а не Мухой. Правильно, правильно. Но у вас энциклопедические знания, а у меня их нет. 5-5. Альфред Муха. Если быть точным, то Альфред Муха. 6 тысяч мы отправляем Владимиру Матвееву в Санкт-Петербург. Сборную команду на решающий вопрос. 5-5 я могу вам разрешить это. Виктор Сити по решению Совета капитанов собирает сборную команду. Сборную команду, пожалуйста. Только быстро, у нас времени нет. Вот здесь присутствует генеральный директор, который будет нас штрафовать за просроченное время. А вот он. Очень лояльный. Итак, я хочу видеть заполненные да, прошу вас. Винятин высадить, Бялка, прошу. Лучшие силы клуба элитарного идут в бой. Счет 5-5. Игра до 6 очков. Если выигрываю, знатоки, я подчиняюсь и буду продолжать игры, если это возможно. Если я выигрываю, я свободен. И заканчиваю свою деятельность в элитарном клубе. 11-й раунд, последний раунд. Кстати, вот интересно знать мнение Константина Эрнста, генерального директора ОРТ, где мы сейчас с вами работаем. Вот кого бы вы хотели, как бы вы хотели, чтобы закончилась эта партия? Моей победой, чтобы я был свободным человеком и ушел, или победой знатоков? Как директор канала я обязан заботиться об интересах телезрителей, поэтому победа телезрителей
для меня самое главное. Но она может осуществиться только если победят знатоки. Ну что ж, покажите, пожалуйста, стрелку. По стрелке, значит, письмо вон где. Если разыгран сектор, вы знаете, мы ищем письмо по стрелкам. Против вас играет Вероника Белешова и ее внучка Катя. Вот давайте посмотрим на экран. Вот внучка и бабушка. Покажите игроков. О, вот Поташов, да? Вот ухо у Поташова, да? Нет. Вот это ухо, да? Как настоящее. А вот палец и нос тоже. Вот нос Поташова, да, тоже как настоящий. А губы просто прекрасны. Господа, внимание. Легенда. Господа. Глина, что ли? Глина. В этом нет вопроса. Господа, внимание. Тишина. Вылепил Бог человек. Все ему сделал как настоящее. Еще и кусок глины остался. Вот примерно такой. Спрашивает Бог у человека. Что тебе из этого куска глины слепить? Слепи мне, говорит человек, счастье. Все остальное у меня есть. Только счастья не хватает. Внимание, вопрос. Что сделал Бог в ответ на просьбу человека? Отдал. Возьми, сам слепи. Да, срочно, я могу взять. Нет. Поняли и забыли. Дальше. Как ты забыл? Не забыли, мы услышали. Значит, это сказка Феликса Кривина, совершенно точно. Значит, вот тебе кусок глины. Это не только у него есть. Это ты хорошо придумал, сказал человек. Мозги, я не знаю, там, протез. Не, ребят, сейчас начнем фантазировать. Да фантазируемся. Ну хорошо. Вставную челюсть. Давайте отвечайте, и все правильно, в конце концов. Счастье в наших руках. Он же человека сделал, да? А женщину делал из его ребра потом? Да. Ну да, сначала из его ребра, по арабскому. Из этого очень маленькая женщина. Он же сначала Ию сделал. Он же сначала сделал Ию тоже из глины. Слушайте, может, запчасти, я не знаю. Да нет. Сначала Лилит тогда уж. Ну, Лилит. Ребята, о чем разговор? Он отдал ему этот кусок глины только чисто. Ну, это красиво. То ближе к Библии, это, конечно, красиво. Отвечает Максим Поташов. Прошу. Итак, что сделал Бог в ответ на просьбу человека слепить ему счастье? Ответственность очень большая. Вот Бог тоже не решился брать на себя ответственность. Отдал человеку вот эту вот глину и сказал, слепи себе сам. А почему? Почему, господин Поташов? Ну, потому что сам кузнец каждый своего счастья. Гончар. И гончар в данном случае. Итак, ваш ответ каков, если коротко сказать? Наш ответ такой, что отдали бесформенный, ну или вот такой кусок глины человеку, Бог отдал, с тем, чтобы человек вылепил счастье себе сам, по своему разумению, по своей судьбе. Внимание, правильный ответ. В легенде Бог протянул человеку нетронутый кусок глины и сказал: вылепи свое счастье сам. Счет становится 6-5. Выигрываешь знатоки. 6-5 в пользу знатоков. Победа знатоков. Элитарный клуб выиграл финал юбилейных игр «Что, где, когда». И я буду вынужден подчиниться любому решению знатоков, закрывать клуб или нет. Вот имена тех, кто выиграл последнее 6-е победное очко. Виктор Ситнев. Следующий Никита Шангин. Александр Бялка. Федор Двинятин. Александр Друзь. Максим Поташов. Такова победная команда. Внимание! Через минуту состоится подведение итогов голосования и награждение нового магистра игры «Что, где, когда». Телезрителям предоставляется последняя возможность
изменить итоги голосования. Финальная игра закончилась. Спасибо. Внимание! Уважаемая публика, генеральный спонсор сотовая сеть «Сонет» объявляет окончательные итоги всеобщего голосования за лучшего игрока за все 25 лет существования элитарного клуба. В голосовании приняло участие 112 тысяч телезрителей. Лучшим из лучших признан... Откройте, пожалуйста. Господин Паташов. Ему вручается большая хрустальная сова, бриллиантовая звезда нового магистра «Что, где, когда» и вечный сонет от нашего генерального спонсора. Господин Паташов, покажите мне его. Берите и владейте всем этим. Откройте двери для господина Паташова. Смеясь, сказал Владимир Ворошилов много лет тому назад. Это было, и вот тогда сошла звезда телеигры «Что, где, когда», «Что, где, когда», и 20 лет ведем мы спор, ища ответ, ища виват, что, где, когда, виват игра, виват ее король. Без пушек, без солдат он покорил сердца своей горой. И всех нас покорил он в те года, что был самим собой. И не была игра, что, где, когда, забавою пустой. Виват, что, где, когда, виват игра, виват, что, где, когда, виват игра, виват, виват, что, где, когда, виват, что, где, когда, виват игра, виват, что, где, когда, виват игра, виват, виват ее король. И под флагом знатоков в том королевстве шумном стало меньше дураков, больше стало умных, и вечный спор, и жар сердец, и стал седым король-мудрец. В моей душе царит всегда еще вопрос, что, где, когда, что, где, когда. Виват, что, где, когда, виват игра, виват ее король. Без пушек, без солдат он покорил сердца своей игрой. И всех нас покорил он в те года, что был самим собой.
Сегодня у нас день рождения, нам 25 лет. Здесь 25 свечей. И я думаю, что если каждый тунет, то надо больше свечей, да. Я искренне желаю вам и себе тоже здоровья. Прежде всего, здоровья. А остальное все будет. Выиграем остальное. Когда будут следующие игры, Владимир Яковлевич? Капитаны интересуются, когда будут следующие игры, и все интересуются. Ну что ж, я обещал подчиниться знатокам. Когда? Но не сказал срок. Значит, вам хочется наверняка. Да. Не будем сейчас уточнять. Я проиграл. Ну что тут сделаешь? Надо уметь проигрывать. Вот во дворе у нас сейчас зажжется цифра 25. И это будет очень красиво. А давайте посмотрим. Да. С одного дыхания.